Привет, дорогие друзья! Сегодня на даче делаю кекс творожный с вишней. Вишня у меня из варенья без косточки. Вы можете взять вишню тоже из варенья или замороженную, предварительно ее разморозив, и достать косточки просто обязательно. На столе все, что понадобится для приготовления. А сейчас я буду взбивать яйца с сахаром и ванильным сахаром. 3 яйца, стакан сахара и пачка ванильного сахара 10 грамм. Просто взбиваем миксером. Творог блендером доводим до гладкости. В творог добавляем кусочек масла и тоже все перемешиваем блендером. Масло и творог перемешали блендером. Сейчас постепенно будем добавлять яйца с сахаром и перемешивать ложечкой. Форму с отстегивающимися бортиками я выложила пергаментом, влажным пергаментом, чтобы пергамент принял форму вот этого сердечка. Творожно-яичную массу довели до такого вот состояния. Можно довести до такого состояния и блендером, можно и ложкой, ну, чтобы комочков не оставалось. Теперь добавляем в эту смесь вишню, перемешиваем. И теперь понадобится мука и разрыхлитель или сода. Чайную ложку соды с горкой гасим лимонным концентратом или уксусом. Если у вас разрыхлитель, то, естественно, просто чайную ложку разрыхлителя. И теперь разрыхлитель добавили в тесто. И теперь просто просеиваем муку. И ложечкой перемешиваем. Муку вводим порционно. Пергамент смазываем растительным маслом везде, чтобы он не прилип. И готовое тесто уже потом выливаем в формочку. Так выглядит будущий кекс с вишней. Ну и духовка, естественно, у меня уже разогрета до 180 градусов. Сейчас буду кекс ставить в духовку. Кекс стоит на средней полочке. Вверх-вниз конвекция, 180 градусов и 40 минут приготовления. Следите за своей техникой и проверяйте готовность шпажкой. 40 минут прошло, кекс я вынула из формы. Вот он у меня на блюде. То есть он немного остыл, и я даже украсила его какао-порошком и вишенками. Ну, а теперь жду полного остывания и смогу нарезать и показать, как он выглядит. Вот, дорогие друзья, кекс остыл. Вот такой вот он, пористый, мягкий. И вкусный, уверяю вас. Вот такой вот кексик. А на этом, пожалуй, все. Всем пока-пока. Приятного аппетита, до новых видео.